Всех рад приветствовать на своем канале, и с вами Дикий Лось. Прежде чем начать заниматься в тренажерном зале или на спортивной площадке и начать наращивать мышечную массу, важно сделать замеры своего тела, антропометрические показатели. Это вес, рост, замеры объемов рук, ног, груди и прочего. И на основании всего этого вычислить пропорции своих параметров для построения идеальной фигуры. Все, что нам потребуется, это весы и сантиметровая лента. Измерения лучше всего производить утром, на голодный желудок и когда мышцы расслаблены. Мой вес колеблется от 73,5 до 75 кг. После силовой тренировки мышцы задерживают воду, поэтому несколько дней вес может быть выше обычного. Вам не стоит об этом волноваться, поскольку это нормальный физиологический процесс. Рост также лучше всего измерять утром, поскольку к вечеру из-за вертикальной нагрузки на позвоночник рост человека может уменьшиться на 1-2 см. Примерный идеальный вес можно рассчитать по формуле. Это ваш показатель роста минус значение 100. Параметры телосложения не заканчиваются только на измерении роста и веса атлета. Нам необходимо произвести измерение всех частей тела, и на основании уже полученных данных мы сможем отслеживать процесс по построению нашего тела и в случае отставания одних мышц от других делать корректировку. Часто при одинаковом росте и весе двух атлетов они могут выглядеть абсолютно по-разному. Ведь все индивидуально и во многом зависит от прокачки, от глубины прорисованности мышц, от процента подкожного жира в организме и соотношения разных частей тела, что в итоге влияет на эстетическую гармонию атлета. Сейчас я проведу замеры всего своего тела и покажу вам, как правильно это сделать. Итак, у нас есть схема измерения необходимых участков тела, и по ней мы сейчас делаем замеры. Итак, всего у нас будет 10 параметров замеров. Начинаем сверху вниз. И первый по очереди замер — это шея. На шее измеряем место чуть ниже КДК, буквально на 1-2 см. Затем нам необходимо измерить руки, наш бицепс. Считается, что замеры тела лучше делать по правой стороне. Правая рука, правая нога. Руку следует согнуть в локте и напрячь сам бицепс. Измеряется самая широкая часть плеча, расположенная посередине бицепса. Следующее идет предплечье. Обмеряем самое широкое место на 1-2 см ниже локтя. Запястье. Здесь измеряем наиболее тонкое место рядом с кистью. Далее обхват груди. Замер производится в области широкой части грудной клетки, на 1 см ниже сосков, либо по уровню сосков. Плечи в антропометрии не измеряются. Талия. Здесь важно не втягивать живот и принять расслабленную позу. Измеряем середину живота по уровню пупка. Следующее — таз. Находим середину ягодичных мышц и по ней измеряем таз в самой широкой его части. Бедра. Мы также измеряем правую ногу. Переносим весь вес тела на измеряемую ногу. Замер производится в самой верхней точке бедра, там, где оно наиболее широкое. Следующий параметр — это голень. Нам необходимо сделать несколько замеров по наиболее широкой части, фиксируем наибольший показатель. Здесь также перед началом замеров стопа становится на носок и вес тела переносится на измеряемую ногу. И последний замер — это лодыжка. Желательно измерять в сидячем положении, чтобы стопа была расслаблена полностью. Измеряем наиболее тонкое место, расположенное чуть выше ступни. Важно постоянно записывать свои параметры и производить замеры хотя бы один раз в 10 дней, чтобы отслеживать свой прогресс. Это отлично будет работать как при наборе мышечной массы, так и при похудении. Ведь вы сможете отслеживать свой прогресс, и это самое главное. Советую делать все замеры в одно и то же время, поскольку в разное время суток показатели могут отличаться. Теперь, когда вы все свои показатели занесли в таблицу, куда-то в тетрадь, в данном случае для наглядного примера я использую планшет, который подтырил у дочери. И сейчас мы произведем расчет индивидуальных показателей для симметричной фигуры.
Итак, чтобы приблизиться к параметрам своей идеальной фигуры по соотношению измеренных параметров разных частей тела, мы воспользуемся одной из систем расчета под названием «золотое сечение». Эта система помогает рассчитать пропорции фигуры атлета, к которым ему необходимо стремиться. Итак, произведем данный расчет. Из первого показателя следует, что окружность шеи должна составлять примерно 38% от обхвата груди. Грудь у меня 109 см, 38% это примерно 41,42 сантиметра должна быть у меня шея. Сейчас я вам покажу, как производится расчет. Мы заходим в калькулятор, вводим обхват нашей груди, можно умножить на проценты необходимые и разделить на 100. Либо воспользоваться более легким методом и зайти сразу ввести необходимое количество процентов от обхвата груди и получим те же самые значения. И также производим расчет дальше. Обхват предплечья в идеале примерно составляет около 30% от обхвата грудной клетки. В данном случае это будет примерно 32,7 сантиметра. Почти идеал. Талия это примерно 75% от обхвата грудной клетки. В данном случае 81,8 сантиметра. То есть, исходя из этой таблицы, выходит, что мне неплохо так нужно поднабрать. Обхват таза должен составлять, это берем значение 0,9 и умножаем снова же на нашу грудную клетку. И это будет приблизительно 98,1 сантиметра. Затем смотрите, как интересно идет далее. Обхват бедер должен составлять, это приблизительно 60 сантиметров от обхвата таза. В данном случае у меня 55,2 сантиметра. И последний параметр это голень, 40% от обхвата таза. В данном случае 36,8 сантиметра. Такие показатели, как запястье и лодыжка, они не рассчитываются. Это то, что нам дано по типу телосложения, эктоморфа, мезоморфа, и в основном это не изменяется. Также равными или почти равными между собой должны быть показатели шеи, голени и бицепса. Пользуйтесь, друзья. Соблюдение всех этих пропорций способно сделать вашу фигуру близкой к идеальной. Также стоит отметить, что разные мышечные группы имеют различный отклик к нагрузке и динамике роста. Поэтому не стоит забывать про правильное питание, регулярные тренировки и качественное восстановление. От себя же хочу отметить, что все эти параметры и характеристики не имеют никакого прямого значения. Самое главное то, как вы видите себя в зеркале и в конечном итоге довольны ли вы своей фигурой. Ведь в мире нет ничего идеального, но к этому нужно стремиться. Спасибо за просмотр, с вами как всегда был Дикий Лось. Подписывайтесь на канал, вам это не сложно, мне приятно. До новых встреч, пока-пока.